В сегодняшнем видео расскажу вам простыми словами о том, что такое офшорные зоны. Наверняка вы не раз слышали о таком понятии в фильмах или сериалах, когда герой держал свои деньги на так называемых офшорах. Итак, что же это такое? Офшорную зону можно назвать налоговым раем. Обычно это государство или часть его территории, где иностранные компании имеют особые условия регистрации, деятельности и налогообложения. Свою выгоду офшорная зона получает в основном в виде сборов за регистрацию компании и ежегодную оплату. Что же она предлагает взамен? Простой и недорогой процесс регистрации иностранных компаний, отсутствие либо низкие ставки подоходного налога и налога на прибыль, освобождение от государственного валютного контроля и высокий уровень конфиденциальности. Интересный факт. Слово «офшор» уходит корнями в историю Великобритании и происходит от английского выражения «offshore», что в дословном переводе означает «вне побережья», то есть не на территории метрополии. Раз мы коснулись истории, то вот с чего все начиналось. Некоторые финикийские и греческие города в древнем мире, итальянские торговые республики в средневековье и пиратские острова Карибского побережья в эпоху великих географических открытий, все они обладали рядом признаков, которые характеризуют классические офшорные зоны нашего времени. Любопытно, что многие из них умудрились сохранить свой статус до сих пор. Карибский регион сосредоточил 70% всех мировых офшорных зон, где каждое третье государство имеет крайне либеральное налоговое законодательство. А в 16-18 веках чуть ли не каждый остров был так или иначе связан с пиратами. И даже Норман-Айленд, который послужил прообразом пиратского острова сокровищ Стивенсона, сейчас входит в состав британских Виргинских островов, самой популярной офшорной зоны мира. По разным оценкам, в мире насчитывается от 50 до 80 таких офшорных зон. Точной цифры нет, поскольку до сих пор нет единого определения офшора, и разные страны опираются на разные критерии. Отдельные списки, учитывающие те или иные признаки офшорных зон, составляют Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития и другие международные институты. Чаще всего это небольшие страны третьего мира, административные единицы Соединенного Королевства либо США, а также островные государства, в которых офшорные услуги – это основной источник дохода. Регистрация в таких зонах и ежегодные затраты на содержание компании обходятся в большинстве случаев всего в несколько сотен долларов. Особенность офшорной зоны – это запрет иностранным компаниям вести свою деятельность на ее территории. Это делается в целях защиты национального бизнеса, а также некоторые территории требуют официального трудоустройства местных жителей. Таким образом решаются внутренние вопросы безработицы. Еще один интересный факт. Некоторые офшорные зоны не имеют политической независимости. Например, Каймановые острова являются заморской территорией Великобритании и находятся под властью губернатора, назначаемого монархом сроком на 4 года. Все офшорные зоны можно разделить на 3 вида. Первое. Классические или так называемые островные офшоры работают по схеме, когда компания-нерезидент ежегодно платит в фискальные органы определенную пошлину. При этом с нее не взимается никаких налогов и от нее не требуется бухгалтерских отчетов. Подобные зоны отличаются максимально высоким уровнем конфиденциальности. Минусом можно назвать отсутствие доверия у солидных компаний и банков к бизнесу, имеющих подобную регистрацию. К офшорам этого типа относятся Белиз, Сейшелы, острова Мэн, Генсри, Джерси и Доминикана. Уровень экономического развития здесь невысок, однако они отличаются политической стабильностью. Второе. Европейские офшорные зоны. Здесь налог на прибыль существует, но выплачивается в заметно меньшем размере, чем в соседних государствах. Например, Кипр, в котором налог на прибыль организации составляет всего 10%. Третий вид – это зоны с особым режимом налогообложения. Их нельзя назвать офшорами в прямом смысле этого слова. В эту категорию попадают штат Делавэр в США, Ирландия, Великобритания и другие. Зарегистрированные здесь компании при отсутствии доходов в стране регистрации освобождаются от уплаты местных налогов. А сейчас давайте узнаем, какие государства-офшоры сохраняют популярность уже более десятка лет. На первом месте британские Виргинские острова. На текущий момент количество зарегистрированных в юрисдикции компаний приближается к миллиону. Второе. Сейшельские острова завоевали поклонников сравнительно невысокими ценами на обслуживание компаний и простыми и понятными правилами. Третье. Гонконг. Безусловный лидер по привлекательности среди клиентов, работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отличается безупречным имиджем. Четвертое. Белиз. Понятные правила и стабильное законодательство обеспечивают популярность белизских компаний. ОАЭ. Первая из ближневосточных стран, запустившая офшорное законодательство. Она привлекает развитой инфраструктурой и удачным географическим расположением между Европой и Азией. Шестые – Каймановые острова.
Они популярны для открытия офшорных инвестиционных фондов. Чем еще так популярны офшорные зоны среди обычных людей? Тем, что с ними связано множество громких расследований. Часто офшоры используют для сокрытия незаконно заработанных денег, в том числе добытых через коррупционные схемы. Крупные компании с помощью офшоров уклоняются от уплаты налогов, поэтому время от времени в прессе разгораются скандалы с раскрытием конфиденциальных списков. Из громких дел последних лет можно выделить несколько. Первое. В 2015 году весь мир узнал о так называемом Панамском досье. Это неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов-расследователей изучала документы, которые охватывали период с 1977 года по 2015. Этот скандальный архив содержал 11,5 миллионов файлов с именами нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей. Уже через 2 года прогремело новое расследование под названием «Райские документы», вновь организованное той же газетой. Это материалы, касающиеся компаний, зарегистрированных в экзотических офшорных зонах. Данные в этот раз также были получены от анонимного источника. Для их расследования к делу были привлечены около 400 журналистов из 67 стран. В совокупности массив содержит 13,4 миллиона документов, содержит данные корпоративных реестров 19 государств, в числе которых Багамские, Бермудские, Каймановые острова, Сент-Китс и Невис и другие. Раскрытые документы содержат информацию об активах и собственности ряда политиков и других публичных деятелей, а также дают представление об офшорных операциях крупных компаний, в числе которых Facebook, Apple, Microsoft, Nike и другие. Одним из последних громких расследований журналистов на эту тему стал архив Пандоры. Он же считается крупнейшей утечкой информации на сегодняшний день. Результаты расследования были опубликованы в октябре 2021 года. При этом источники информации не были указаны. Согласно архиву, около 32 триллионов долларов, без учета недвижимости, произведений искусства и ювелирных изделий, могли быть скрыты от налогообложения. Таким образом, сегодня мы узнали, что такое офшорные зоны, какими они бывают и какие предлагают преимущества для компаний. Если тема была интересна, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.